В этом видео я хочу провести обзор нейросети Leonardo AI. Это мощная нейросеть, которая позволяет генерировать изображения по текстовому описанию и не только. В последнее время добавилось много новых функций, поэтому давайте посмотрим все по порядку. Для начала нужно просто перейти на сайт Leonardo AI и здесь зарегистрироваться. Регистрация такая же, как и на других сайтах и сервисах. Есть несколько возможностей. Можно при помощи e-mail, можно зайти при помощи Apple ID, при помощи Microsoft аккаунта. Для меня же самый простой способ — это войти с помощью моего Google аккаунта. И все, мы попадаем на первую страничку. Здесь у нас вверху инструменты, которые доступны на данный момент. Эти же инструменты дублируются в левом меню. И далее идут уже непосредственно сами созданные картинки. Если мы перейдем во вкладку Community Feed, это то же самое, только без инструментов, которые были наверху. Итак, здесь у нас мы видим множество замечательных, прекрасных картинок. Здесь мы также можем выбирать картинки, которые в тренде. Топовые картинки — это те, которые набрали наибольшее количество просмотров и лайков. Здесь немного похоже на социальные сети. То есть вы можете смотреть картинки других участников, вы можете ставить им лайки. И все картинки, которым вы поставили лайк, они сохраняются в отдельной папочке, до которой мы дойдем. А сохранять их нужно для того, чтобы потом на основе их создавать свои картинки. То есть можно подсматривать промпты и использовать их в своих работах, либо же просто перегенерировать эти же картинки. Далее вкладочки Upscaled — это те, которые в увеличенном качестве. Motion — это те картинки, которые преобразованы в видео. Есть тут функция из картинки сделать видео. Видео коротенькое, всего лишь 5 секунд, но можете посмотреть, как это красиво выглядит. И дальше есть рубрикатор, но он не очень четко работает. Например, если мы выберем фотографию, и здесь будут в основном портреты, но, как я уже сказала, не очень четко сортируют. Видите, тут попадают статуи какие-то, медузы. Дальше вкладочка «Животные». Здесь в основном животные, но попадаются также и люди, и другое. Аниме — это рисованные картинки, архитектура. Здесь будут другие картинки. Характер — это персонажи, возможно, из каких-то известных фильмов, мультфильмов. Food — здесь в основном будет еда, очень красивая иногда встречается. И science fiction — фантастические картины. Здесь есть также персональная страничка. На персональной страничке сохраняются работы, сгенерированные вами. Upscaled — это те, которые были увеличены. Motion — это видео. Вверху есть 3 вкладки. Followers Feed — это те люди, на которых я подписалась, что они нового насоздавали за последнее время. И те картинки, на которых я поставила лайк, которые я, может быть, когда-нибудь в будущем захочу использовать. Как здесь подписаться на какого-нибудь человека? Мы просто открываем понравившуюся нам картинку. Здесь есть ее автор. Мы можем перейти, открыть в новой вкладке, перейти на страничку другого человека. И здесь тоже есть вкладки «Трендинг», «Топ» и «Нью». Все, что генерировал этот человек. И если нам нравятся его работы, мы просто нажмем вот здесь «Follow», и тогда они будут отображаться в нашей вкладке вот этой «Followers Feed». Когда мы только что зарегистрировались, нам по умолчанию предоставляется бесплатный аккаунт, в котором есть 150 монеток, и они пополняются каждый день. Но 150 монеток не равняется 150 картинкам, потому что в зависимости от используемых функций и настроек списывается разное количество монет. Также в бесплатной версии все картинки, созданные вами, будут публичными. То есть другие люди могут их видеть и также использовать ваши промпты, как и вы можете использовать чужие картинки. В платной версии есть настройка приватности. Еще я хочу вам показать, здесь есть вкладочка New, это то, что было создано недавно. Здесь уже картина не такая красивая, как в 2 предыдущих вкладках. Здесь можно видеть и картинки с дефектами, иногда можно встретить и животных с 5 ногами, и руки людей с 6 пальцами. Вот как вы видите, например, такие картинки. Почему-то 2 мальчика здесь. Хотя если мы посмотрим промпт, здесь речь идет об одном мальчике. К сожалению, нейросеть не всегда вас правильно понимает. Секрет получения хорошей картинки состоит
в создании правильного промпта и правильных выбранных настроек. И, конечно же, от количества попыток. Дело в том, что Леонардо хорошо натренирован на лица людей, хорошо получаются животные, пейзажи, но бывают проблемы с руками и еще разные другие артефакты. Вот как здесь, например, видите, какие-то проблемы с пальцами. Именно поэтому я сакцентировала ваше внимание на том, чтобы сохранять удачные картинки. И давайте заодно посмотрим, что мы можем делать с чужими картинками. Давайте выберем картинку. Когда мы ее выбираем, здесь у нас есть вся информация. Во-первых, промпт, по которому она была создана, размер, какие инструменты были использованы. Вот, например, алхимия, очень важный инструмент, пресет кинематографический, модель была использована Leonardo Diffusion и также функция Photoreal. Здесь есть кнопочка Download, то есть мы можем скачать эту картинку в таком виде, как она есть. Есть улучшение алхимии Upscaler. Но он здесь не только улучшает, но и как-то ее преобразовывает по своим алгоритмам. По-моему, это платная функция. Да, это платная функция для платных аккаунтов. Здесь тоже есть Remove Background, но в нашей картинке это не имеет смысла. Тоже какие-то улучшения. Здесь они сейчас мне недоступны. И можно его открыть Edit in Canvas, редактировать в отдельном редакторе, но до этого мы еще дойдем. И здесь есть 3 вкладки. Можем сделать из этой картинки видео 5-секундное. За это с нас спишут 25 монеток. Но, к сожалению, мы никак не можем повлиять. Здесь нет никаких настроек. Что именно здесь будет двигаться, заранее угадать невозможно. Только нужно пробовать и смотреть на результат. Иногда получается удачно, иногда не очень. Ремикс — это тоже платная функция. То есть ремикс — это создать нечто подобное на основании этой картинки. И давайте попробуем Image to Image. Попадаем в такое окошко. Здесь у нас есть наш промпт, который мы можем менять, дополнять. Все настройки, которые были на оригинальной картинке. Единственное, добавилось у нас Image to Image, вот этот ползунок. Если мы его уведем до максимума, сгенерируется почти та же самая картинка, то есть изменения будут минимальными. Но мы же хотим какую-то другую получить картинку, поэтому мы этот ползунок лучше оставим вот как он был, на 30%. Здесь мы выбираем количество картинок. Чем больше картинок мы хотим сгенерировать новых, тем больше с нас спишется монеток. Давайте 3 пускай будет. Здесь очень важные настройки Photoreal и алхимия. К сожалению, они только для платных аккаунтов. Когда у вас будет новый аккаунт, только что созданный, эти функции работают буквально несколько дней, потом они перестают работать. Есть Prompt Magic. Если мы зададим Prompt Magic, у нас выскочило предупреждение, что с функцией Image to Image эта вкладка не работает, поэтому мы ее используем в другой раз. Здесь можно выставить размер для нашей картинки. Есть предупреждение о том, что для данной модели, мы выбрали модель Leonardo Diffusion, она натренирована на картинках с разрешением 1024 на 768. Если мы выберем этот размер, то нам обещают, что результат будет лучшим. Но если мы хотим вертикальную картинку, то оставляем вертикальную. Можно выбирать размер вот как здесь в пикселях, а можно задавать соотношение сторон. Вот у нас соотношение сторон 9:16. И здесь также, насколько точно должно соответствовать вашему промпту. Опять же таки, если мы увеличим, то это будет четкое соотношение. И здесь идет предупреждение, что при увеличении этого числа мы можем получить нежелательные результаты. Рекомендуют оставлять 7. Пускай будет 7. Тининг. Это для создания текстур. Давайте пока не будем включать, а потом можем попробовать. И давайте здесь вместо розы, вместо слова розы добавим тюльпаны. Попросим его сгенерировать тюльпаны. И интересно, что он нам сгенерирует. Чтобы посмотреть, нужно зайти в персональные вкладки. Обновлю страничку. И вот посмотрите, какое чудо. Вместо розочек он нам сгенерировал тюльпаны. Вот так можно пользоваться чужими картинками. Конечно, мы сделали минимальные изменения. Мы можем, например, здесь выбрать другую модель, выбрать еще другие настройки. Здесь, например, вместо pink, вместо розового сделать красный цвет и попробовать сгенерировать что-нибудь еще. Давайте перейдем к следующим вкладкам. Давайте посмотрим модели. Это те модели, которые нам предлагает сам сервис Leonardo. Модели эти натренированы на больших базах данных картинок в определенном стиле. И, конечно же, мы можем их все использовать в своем творчестве. Если мы зайдем в эту модель
мы можем посмотреть образцы картинок, которые получаются с использованием этих моделей. Если мы нажмем View More, то увидим, какой примерно результат мы получим, используя данную конкретную модель. Здесь также есть модели, созданные участниками сообщества, тоже интересно, можно пойти посмотреть. Здесь может быть наша модель, если мы ее натренируем, и любимые модели. Вкладочка Training and Dataset. Вот здесь мы можем создавать свои собственные модели. Но в бесплатном аккаунте мы можем создать только одну модель. Сюда нужно загрузить от 15 до 40 фотографий, например, одного и того же человека с разными эмоциями в разных ракурсах и создать модель. Тогда при использовании этой модели будет получаться лицо этого человека. И далее уже перейдем непосредственно к генерации картинок. Нажимаем на вкладку Image Generation, попадаем на уже знакомую нам страничку. И здесь нам нужно ввести промпт. Промпт я подготовила на английском языке, потому что по-английски он лучше понимает. Я написала: маленькая красная шапочка встречает серого волка в дремучем лесу. И давайте выберем модель. Где здесь мультяшная модель 3D Animation Style. Попробуем, что поймет он нас или нет. Сгенерировать. Ну вот что-то такое получилось. Смотрите, почему-то здесь две девочки, какой-то кусочек волка. Здесь куча зверей каких-то. И здесь тоже. Ну, в общем, получилось черти что. Сами лица персонажей очень симпатичные, но смысла он совершенно не понял. Здесь еще есть такой фокус. Вот есть такие кубики, и здесь есть два варианта. Либо новый случайный промпт, но это нам не подходит, либо улучшить существующий промпт. Ну давайте, что он нам напишет. Вот он нам написал тут целый рассказ. Попробуем, лучше станет или нет. Ну вот, из 3 картинок одна более-менее по смыслу нам подходит, но она очень мелкая. Есть и красная шапочка, и волк вдалеке, и дремучий лес. Попробуем ее как-нибудь улучшить. Здесь есть улучшитель картинок. Не знаю, какой из них лучше выбрать. Ну, давайте выберем вот этот Upscaler. Тут есть еще один умный Upscaler, но он для платных аккаунтов. Давайте вот этот выберем. И что он нам сделает? Ну, он просто увеличил эту картинку, сделал ее большой. Но особых улучшений здесь незаметно. Попробуем еще Magic Prompt, что он нам даст. Вот я включила функцию Prompt Magic, попробуем еще раз сгенерировать. Ну, как видите, опять из 3 картинок одна более-менее подходящая. И здесь они с волком как друзья. Но само качество картинки очень даже симпатичное лицо и морда волка. Наверное, я ему задала все-таки слишком сложный запрос. Но, тем не менее, он что-то создал. Ну вот, друзья, видим, что понимает он не очень хорошо, что нужно делать много попыток. И как вы понимаете, что 150 монеток это совсем немного, чтобы получить то, что мы хотим. Еще для создания промптов у нас есть специальная вкладочка Prompt Generation. И здесь идет подсказочка, что из вашего короткого промпта он поможет создать несколько идей. И количество мы можем выбирать 2, 4, 6. Давайте возьмем какой-нибудь другой промпт попроще. Я, например, ввела «Милый пушистый кролик в лесу». И нажимаем на кнопочку, и он нам генерирует 4 идеи. Можем воспользоваться любой из них и нажать на кнопочку «Генерация». Настройки у нас остались старые, Leonardo Diffusion XL. Ну и вот такую довольно симпатичную картиночку мы получили. Также у нас есть возможность добавить негативный промпт. Для этого мы здесь нажимаем эту вкладочку, появляется новое поле, и сюда мы вписываем слова, которые бы мы не хотели видеть на нашем изображении. И еще одну вкладку я вам хочу показать, добавить элементы. То есть это мы к нашей картинке хотим добавить еще определенный эффект. И здесь показано примерно какой этот эффект будет. Давайте добавим, например, вот такой эффект. Нажмем Confirm. Вот он появился у нас на панели инструментов. И здесь тоже можно регулировать, сильнее он будет проявляться или слабее. В данном случае я его выключу. И если мы выберем другую модель, например, Absolute Reality, то здесь эти элементы имеют другой вид.
И можно одновременно добавлять до 4 элементов. Также регулировать их интенсивность сильнее или слабее. Еще одна интересная функция Image Guidance. Здесь мы можем загрузить свою картинку. Включаем это поле и нажимаем вкладочку «Загрузить». Вот я уже подгружала. Confirm. Вот я подгрузила картинку знаменитой актрисы Вивьен Ли. Здесь выскакивает предупреждение, что другое соотношение сторон. Здесь мы вот этой кнопочкой подрегулируем, чтобы соотношение сторон было такое же, как у нашей картинки. Здесь тоже мы можем регулировать, хотим ли мы, чтобы сильнее этот эффект проявлялся на результате, либо нет. Я поставлю 50%, а в поле для промпта введу имя этой актрисы, добавлю фото и портрет. В моделях я выберу Absolute Reality. И давайте посмотрим, поймет он, что мы от него хотим или нет. Посмотреть результаты мы идем во вкладку Generation History. Ну, смотрите, получилось лицо не очень похоже, но стиль полностью соблюден. То есть фактически, когда мы подгружаем картинку, это то же самое, что промпт, только не словами написан, а в виде картинки. Теперь вернемся на главную страничку. И здесь внизу есть у нас такая вкладочка «Часто задаваемые вопросы» и «Помощь». Здесь мы зайдем в «Помощь», «Prompting Tips and Tricks». И мы попадем на статью, где тут более подробно рассказано, как строить свой промпт. Но я думаю, вы сами сможете ее перевести и изучить, и учесть эти советы. А теперь давайте перейдем к новым функциям, которые, на мой взгляд, еще даже интереснее, чем те, что мы уже рассмотрели. Перейдем в Real-Time Canvas. У нас открывается новое окошко такого вида. Здесь мы можем рисовать сами, либо загрузить картинку. Давайте начнем с загрузки картинки. Мы можем выбрать ее как с компьютера, так и из тех картинок, которые мы уже загружали раньше, либо из тех, которые мы генерировали. Можем взять также из комьюнити, то, что другие генерировали, и из тех, на которых мы подписаны. Я загружу из компьютера. Вот наша картинка. Пока что он не понимает, что мы от него хотим. Но давайте мы возьмем инструмент кисточку. Рисовать я не умею, честно сразу скажу. Я вот здесь нарисую какой-то силуэт. Условно. Он пока что тоже ничего не понимает. И здесь мы в промпте пишем подсказку. Я пишу на английском «маленькая лисичка». Вот, и он уже понял. Теперь смотрите, у нас есть инструмент вот такой Select. Мы выбираем эту нарисованную картинку, можем ее двигать по нашему полотну. Теперь здесь мы можем выбирать ползунком. Здесь Creativity Strengths. Насколько сильно мы ему позволяем креативить. То есть он будет более точно следовать нашему запросу, либо не точно. Ну, я выберу, например, 0,85. Далее вот в этой вкладке мы можем выбирать стили, например, аниме. Вот такая лисичка. Правда, лес он тоже совершенно поменял по-другому. Далее кинематографичный, концепт-арт. В общем, меняя эти вкладки, мы меняем картинку. Environment, Fantasy Art, Painting. Ну, артефакты встречаются, конечно. Здесь 2 лисички получилось. Скетч. Мне пока что понравилось больше аниме или же фотографии, более реалистичный стиль. И смотрите, есть еще здесь вкладочка Instance Refine. Это мгновенное улучшение. Давайте на нее нажмем и посмотрим, что нам выдаст. Вот, лисичка преобразилась, у нее стали более четкие контуры. Ну и мы можем еще сделать... Вот эти все изменения, которые мы делали до сих пор, они бесплатные, то есть за это с нас монетки не снимаются. Но если мы попробуем еще улучшить эту картинку, Upscale Image, спишется с нас какая-то сумма монеток. Ну давайте посмотрим, что он нам предложит. Так, и теперь, чтобы посмотреть результат, нам нужно войти в свои генерации. И смотрим, что у нас здесь получилось. Ну вот такая получилась лисичка. Теперь давайте все это удалим. И нужно удалить промпт. А теперь давайте попробуем что-то нарисовать. Для этого мы выбираем кисточку. Для кисточки мы можем выбрать цвет. Для начала пусть будет голубой. Можем выбрать толщину этой кисти и начать рисовать.
я нарисовала что-то. Дело в том, что по умолчанию, если мы не даем никаких подсказок, он сразу же начинает рисовать людей. Но я напишу здесь, что это вода, голубая вода, запятая. Вот, уже что-то появилось другое. Дальше я хочу нарисовать еще. Беру зеленую кисточку. Здесь рисую что-то типа берега. И напишу здесь, что это зеленая трава. Вот, картинка, как вы видите, уже совершенно поменялась. Дальше снова выбираю другой цвет, потоньше кисточку. Хочу нарисовать дерево. И хочу еще сделать цветущее дерево. Снова выбираю другой цвет, кисточку покрупнее. Так, если у нас что-то мы хотим отменить, у нас есть стрелочка «Отменить». И я делаю цветущее дерево. Сейчас мы будем ему еще подсказывать. Вот, он уже понял, что это цветущее дерево, но я еще напишу словами. Так, я вставляю здесь еще цветущее дерево сакуры, уже совсем другая картина. Еще я хочу нарисовать луну, такой светло-желтый цвет, и сделаю большую, вот. И это у меня будет луна. Также эту луну мы можем подвинуть слегка. Выберем стиль, кинематик, концепт-арт. Вообще он добавил фонарики очень креативно, фотографии. Ой, как красиво с фонариками. Давайте оставим с фонариками. Можем сделать мгновенное улучшение. Посмотрим, что он нам тут подправит. Ну вот он нам тут сделал ветки какие-то. То ли они упали, то ли они отражаются. А если я возьму аниме все-таки? Ну тут уже надо определиться. Можно еще этим ползунком попробовать подрегулировать. Вот, мне здесь больше нравится как отражение в воде. Вот такой рисуночек, допустим, я оставлю. И мы можем тоже сделать Upscale Image, и он нам его улучшит. Снова войдем в свою персональную вкладку, обновим страничку. Вот наша картинка. Довольно неплохо, учитывая, что я вообще не умею рисовать. То есть для людей, которые не умеют... Это я вчера делала картинку, тоже очень красиво получилось, я считаю. То есть такой волшебный инструмент для людей, которые не умеют рисовать. И посмотрим следующий волшебный инструмент, который называется Real-Time Generation. Попадаем в такое окошко. Рисовать мы ничего не будем, а просто вставляем текстовый промпт. Я этот промпт подготовила заранее. У меня там написано «Гулливер в стране лилипутов» с разными подробностями. Ну вот смотрите, картинки такие довольно неплохие получаются, но почему-то вместо людей мне здесь генерирует животных. Давайте выберем какой-нибудь стиль. Ну вот такой стиль мне понравился. И здесь мы можем еще вот этими 4 инструментами мы можем изменять нашу картинку. Вот смотрите. Другой стиль попробуем. У него получилось довольно некрасивое лицо, но мы можем не обращать на это внимания, потому что у нас есть инструмент Creative Upscale. Давайте остановимся на такой картинке, сделаем Creative Upscale. С нас спишется 8 монеток, и мы получим хорошую картинку. Нам нужно снова зайти в свои генерации. И вот такую мы получили картинку после улучшения. Здесь уже, как видите, лицо намного выразительнее. Можем скачать на компьютер, посмотреть более в близком варианте. Да, тут, конечно, появился серьезный артефакт. Вот, третья рука. Ну, посмотрите, насколько хорошо проработано лицо, костюм. Ну, конечно, с этим артефактом нужно перегенерировать эту картинку. Ну, я вам покажу то, что я вчера генерировала. Здесь картинки получились намного лучше, без всяких артефактов. Вот такая, например, или вот такая. Но я думаю, принцип работы вам ясен. И далее мы рассмотрим следующий инструмент, который называется Canvas Editor. Попадаем в такое окошко. Первым делом нам здесь нужно загрузить картинку. Есть 3 варианта. Загрузить с компьютера, из предыдущих генераций или из комьюнити. Давайте возьмем из предыдущих генераций и выберем как раз нашу эту картинку с дефектом, с третьей рукой. Вот наша картинка. Вверху здесь можно уменьшить масштаб, нажать на минус. Так, мы уменьшили. У нас есть инструменты слева, инструменты справа. С левой стороны инструмент рука. Он позволяет двигать всю картину в целом. Инструмент Select, у нас есть такой вот квадратик.
Этим квадратиком мы выделяем ту область, которую будем редактировать. Далее у нас инструмент маска и инструмент резинка. Их действия похожие, но маску мы выбираем в том случае, если мы хотим что-то видоизменить, а резинку, если мы хотим полностью убрать какой-то элемент на картине. Вот эту область, в которой происходит редактирование, мы можем выбирать ее размер вот здесь. Я хочу убрать эту руку с длинной палкой, поэтому мне нужен вертикальный прямоугольник, и чтобы поместилась туда вся наша эта область. И теперь мы можем увеличить картинку, рукой подвинуть. Выбираем резинку, можно регулировать ее размер, толще или тоньше, и вытираем просто, вытираем аккуратненько то, что нам не нужно. Вот мы выделили то, что мы хотим убрать. И здесь есть такой один промпт, который стоит запомнить. Называется он Generate Similar Landscape, то есть сгенерировать похожий ландшафт. Частично на фоне моря, частично на фоне камней. Но мы ему задаем задачу сгенерировать похожий пейзаж. Еще здесь настроечка, вот здесь In Paint Strengths, насколько новое изображение должно соответствовать уже существующему. И она стоит на единичке, на максимуме. Так и нужно. И выбираем количество генераций, сколько штук вариантов, в данном случае 4 варианта, нам предложат после генерации. Здесь Leonardo Diffusion подтянулся от старого изображения, здесь мы менять ничего не будем. Рекомендуется здесь выбирать такую модель, в которой была сгенерирована предыдущая картинка. Но мы здесь ничего не меняем. Generate. Итак, смотрим, что у нас получилось. Вот здесь есть стрелочки, у нас 4 варианта. Смотрим, что нам больше подойдет. Ну вот, в принципе, неплохо, только с водой тут немножко непонятно. Вода размытая. Вот этот вариант тоже неплохой. Вот этот вариант, я считаю, что он хороший. И мы нажимаем Accept. И теперь смотрите, у нас остался тут немножко такой дефект на воде. Можем попробовать еще раз. Давайте попробуем еще раз. Значит, мы вот эту нашу область, нам надо ее немножко уменьшить. Возьмем 512 на 512. Нам нужно только воду подправить. Давайте попробуем не резинку, а вот эту маску. Просто выделим эти дефекты на воде. Здесь тоже есть стрелочка назад, если мы ошиблись. Такая у нас тут область. Generate Similar. Я здесь напишу Water. Похожую воду. И снова смотрим варианты. Ну, наверное, вот этот вариант из предложенных будет самый нормальный. Accept. Здесь такая ситуация. Если вы умеете пользоваться фотошопом, то вот такие дефекты легко убираются в фотошопе. Ну или набраться терпения и попробовать здесь довести до идеала. И после того, как мы все сделали, можем скачать эту картинку к себе на компьютер. И смотрим, что результат очень даже приличный получился. У данного инструмента Canvas Editor есть несколько функций. Вот если мы в правом меню посмотрим Canvas Mode, нажмем на эту вкладочку, здесь есть 4 варианта взаимодействия. Первое Text to Image. Это фактически дублирует то, что мы уже делали. Вводится текстовый промпт, и в редактируемой области генерируется абсолютно новая картинка. Второе In Paint, Out Paint. Это то, что мы только что делали. Выделяем определенную область изображения и с помощью текстового промпта генерируем что-то другое. Дальше Image to Image. Здесь можно схематически что-то изобразить, получить более реалистичную картинку. И Sketch to Image — это на загруженной картинке что-нибудь дорисовать и получить новые изображения. Данный инструмент заслуживает более внимательного изучения. Можно снять отдельное видео по этому инструменту, потому что здесь много интересного. Просто видео получилось уже и так довольно длинным. И у нас осталось еще Motion. Здесь все довольно просто. Просто выбираем картиночку какую-нибудь. Давайте возьмем из комьюнити что-нибудь. Вот такая красивая картинка. Confirm. Придется нам потратить 25 монеток. Ну, давайте сгенерируем и посмотрим, как это. View Generation. Ну что ж, довольно интересно получилось. Конечно, если бы еще киты двигались, было бы вообще замечательно. Последняя функция — это что-то из нового. 3D генерация. Честно говоря, я с 3D
моделями не работала, поэтому здесь я ничего не могу вам подсказать на данный момент. Ну что ж, друзья, получился вот такой довольно длинный обзор. Если было полезно, буду рада вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!